день, меня зовут Анна Карнаух, я эксперт по проектному менеджменту в сфере культуры. Как связаны культура, креативные индустрии и предпринимательство? Для начала очень короткое задание. Предлагаю подумать, какие ассоциации у вас возникают со словом «культура». Наверняка среди ваших вариантов были талант, идеи, искусство, наследие или досуг. Сегодня многие продолжают воспринимать культуру как высокую нематериальную сферу. Такой себе аксессуар к серьезным вещам в государстве, как то экономика. Однако идеи, таланты и индивидуальное творчество все чаще являются основой для создания продуктов и услуг. Например, человек с художественным талантом рисует иллюстрации, а далее решает создать собственную студию дизайна. Конструктор создает свой собственный бренд одежды, команда театральных актеров играет спектакли, продавая на них билеты. В каждом из этих примеров художественное и креативное выражение стали основой для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест. Именно так можно определить культурные и креативные индустрии. На экране перед вами таблица, которая поможет детально разобраться, какие именно сектора формируют культурные и креативные индустрии. Сюда входят традиционные направления, например, книгоиздательство, музыка или визуальное искусство, а также более технологичные сектора – IT, создание видеоигр и медиа. Культурные и креативные индустрии охватывают более 3% рабочих мест в Украине и обеспечивают 4% ВВП. Согласитесь, не так уж мало. Это в 3 раза меньше, чем сельское хозяйство, но, например, вдвое больше, чем строительство. Вклад культурных и креативных индустрий в мировой ВВП составляет 4,5%. Специалисты прогнозируют к этому показателю ежегодный прирост в 10%. Это быстрее, чем темпы развития сферы услуг и производства. После такой статистики становится понятно, культура и креатив – это не только о высоких материях. Они также про деньги, про вклад в экономику и бизнес. Давайте сверимся, что такое предпринимательство. Предпринимательство – это способность и готовность развивать бизнес, а также руководить им системно с целью получения прибыли. Архитектурное бюро, рекламное агентство, онлайн-медиа, мастерская по изготовлению текстиля, кинофестиваль – все это форматы ведения креативного бизнеса. Основной фактор здесь – получение добавленной стоимости с помощью креатива. Некоторые организации также занимаются воплощением художественных идей и креативом, не ставя перед собой цель дополнительного заработка. Например, государственные и общественные организации, а также социальный бизнес. Они не являются представителями креативного предпринимательства, хотя и работают в культурном секторе. Однако важно заметить, что сегодня появляется все больше смешанных моделей. Например, музей получает частичное финансирование от государства. При этом в музее работает кафе, сувенирная лавка, проводятся частные ивенты. Все это способ получения дополнительной прибыли для организации. Эти средства идут на покрытие операционной деятельности организации, а также реализацию дополнительных проектов. И да, в таком случае это пример креативного предпринимательства. А как быть с дизайнером или диджитал-стратегом, который работает на себя? Являются ли они креативными предпринимателями? Да, ведь их работа основывается на идеях и креативе, они оказывают услуги клиентам и при этом ориентированы на заработок. Спасибо, что прослушали наш курс. Надеемся, он был вам полезен. Внизу под видео вы найдете дополнительные материалы.